это что? Президент, это один из наших филиалов компании «Кидмотек». По вашему поручению завод построен по производству стрелкового оружия со 100% локализацией. Товарищ президент, раньше это были склады вооруженных сил. На сегодняшний момент здесь полностью выстроен технологический процесс завода по производству стрелкового оружия, боевого. Тебе было поручено создать боевое оружие, 100% локализация, Так точно, все белорусское. Так точно, товарищ президент, на этом заводе производятся все издания. Каждую детальку покажем вам сегодня лично. И освоили технологию и стволов. То есть импортного ничего? Вообще ничего нет. Вообще ничего нет. А тебе все не нравится, да? Это хорошо, что не нравится. Критически. Правильно, критически. Но если они могут, надо свое, чтобы было. Уже свое есть хорошее. Опробовал. То есть он сделал то, что нам нужно. Уже да. Все проверил, то, что производилось. Да, лично проверил. На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно, это основа любой армии. Поэтому было принято решение, нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное, же мысли были производить все это, заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие. Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы. И внутренние войска, и спецслужбы. И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я, мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума, но раз принимаем на вооружение в вооруженных силах Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем, но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят. Именно так. Товарищ президент, с 2019 года мы начали заниматься с нуля. Ни школы, ни специалистов не было. Вели разработки. На сегодняшний момент было разработано 5 моделей, 6 модификаций различного стрелкового оружия, и снайперские винтовки, пистолеты, пулеметы, автоматы. За основу мы взяли ВСК-100, скажем так, который мы дорабатывали и переводили в режим автоматической стрельбы. Но на сегодняшний момент, как вы правильно отметили, 4 изделия официально приняты на вооружение вооруженных сил. И с нашими вооруженными силами... Винтовки, автоматы, да. Пистолеты, пулеметы, так? Так. С вооруженными силами у нас хорошее плотное взаимодействие. Вы правильно отметили, они нам указывают на все мелочи, на все те доработки, которые следует устранить. Нам это очень важно, как производителям. В 2018 году начали работу вот это охотничий карабин «Вепрь», который выпускает концерн «Молот оружия» Вятские Поляны. Взяв его за основу, мы извлекли отсюда ударно-спусковой механизм, шептал одиночного огня. Он стрелял одиночным патроном, и магазин был только на 10 патронов. Мы все это отсюда, как по-русски говоря, выбросили, поставили свой ударно-спусковой механизм, шептала автоматического огня, магазин на 30 патронов, и получился вот такой автомат ВСК-100. Это ваш нынешний вариант? Нет, это 19 год, то, с чего начинали. Это то, с чего начинали, товарищ президент. Лабораторная работа. Это наше. Это целый Белоновский. Белоусский. Да. Получился вот такой автомат. И проведя все исследования вооруженных сил, мы дали на испытание автомат. И сегодня мы, по решению министра обороны, уже одно из подразделений обеспечено 500 единиц выделено таких изделий для апробирования, поскольку мы, вот как и Дмитрий Александрович докладывал, мы обзируем. Вот это... Именно этого автомата. Да. Правильно. Да, да. Ты проверил ее? Проверили. Да, проверили. С учетом уже замечаний наших специалистов, они все учтены там. Ну, даже вот крышка ствольной коробки, проблема слишком большой мощность, отщелкивалась сама. Да. Доработали, сделали. Сейчас мы выходим в транспортно-логистическую галерею, которая
которая неразрывно связывает все 5 цехов завода. Именно вот по этой галерее 250 метров, 5 цехов, которые от первого цеха, от заготовки до готовых деталей в 5-м цеху на сборке. Вот весь жизненный цикл изделия. А сейчас мы действительно движемся. Надо действительно... Если хотим, Вот только хотел сказать, что расстояние между цехами позволят нам в дальнейшем, когда мы будем модернизироваться, в разрыв технологических галерей поставить еще несколько зданий, не нарушая работы завода, не нарушая технологического цикла. есть часть и унифицированного. Мы сможем на нем производить и другие составные части по другой нашей продукции, потому что предприятие флейтов производит. Давайте так, на дальнюю перспективу производить что-то новое вы нет планируете? Если что-то мы тут, ну, грубо говоря, вот стрелковые научились, завтра гранатомет какой-то новый у вас появится, идея можем, ну, будем делать. Именно так. А так вы отложите на 40-й год и нас тогда не будет. Если нам придется где-то что-то доставить, да, обязательно надо уже сегодня думать и планировать. Заготовочная машина не делала качественно ствол. Итоговое испытание после стрельбы на глаз. Сейчас покажем. Это участок правки стволов стрелкового оружия на прямолинейке. Здравствуйте, уважаемый Александр Григорьевич. Разрешите представиться, меня зовут Лычковский Андрей, моего коллегу Францкевич Андрей. На данном участке мы производим выправку стволов, так называемых. Благодаря световому лампе, благодаря световому лучу мы видим изгиб ствола, линейность, прямолинейность. Но это видишь только ты или он и я можем? Нет. Мы, очень сложно увидеть, Александр Григорьевич, потому что при искривлении ствола видимые лучи, они изгибаются. Их нужно увидеть и вовремя выпрямить их. И найти изгиб и выпрямить. То есть вы в какой-то степени люди такие особые, уникальные. Уникальные специалисты. Можем продемонстрировать. Вот такой. Непроверенный ствол. Вот, калибр Вот 665. неисправленный ствол. Вот Видите, калибр, он видите, не проходит, проходит. не проходит калибр, потому что он сок. Мировая технология правки ствола. Так делают. Автоматически нет? Нету нигде. Нет. Такое Только человеческий Калашникова, глаз, такое в Вятских руки. Полянах, в Турции такое. В Азербайджане в Иглиме вы были на заводе тоже. Вот, все. Вот уже То есть мало того, что надо посмотреть, надо точно знать, где это место и насколько сильно приложить усилия, чтобы Но исправить бывает, что дефект. не сразу же исправляют. Нет, не Бывает. Бывает, да? Да, да. А бывает несколько Да, искривлений. на несколько изгибов, тогда сложнее немножко, по времени дольше. Ну, все равно выправляем и все. Ну ладно, я понял. Если надо Спасибо. какой-то увидеть что-то, я знаю, к кому обратиться. Спасибо, ребята. Это чисто боевой автомат. Это Он полный отстрелян боевой полностью автомат. боевой. 7,62. 7,62 на 39. И вот здесь тоже подошли нетривиально, и вот табличку подписывая, написали не для войны, а для уверенности в мире. Вот это производство Согласен. на самом деле Но вот для этого. надо один сделать. Есть. И во Дворце независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал про наших промышленников. Видишь? Вижу. Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться. Постоянно. А ты все стонешь. Пресс тебе заставили делать, там этот робот доить коров. Чудо сделали. Молодцы. Это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти дальше. Нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование. Но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен.
Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Григорьевичем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая их задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать. У вас такая одежда, у меня такой нет. Абсолютно европейский человек, а не азиатский. Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть здесь и также хочу выразить за то, что вы пригласили свою резиденцию и даже открыли стол и угощали меня ужин. В этот раз мой визит долгий. Каждый день у меня плотный график. Несмотря этого, когда я прибывал в Беларусь, именно когда я прибыл в работу, и сразу чувствует и хорошее настроение у меня. Когда сегодня прибыл в Беларусь, немного дождь пошел, а потом стало лучше. То когда я по дороге в Гродно, из окна видно, что много лес, много поля, и мне объяснили, что вы занимаетесь этими вопросами, чтобы контролировать лес, вы сохранили в вашей стране. То, что был дождь, когда вы прилетели, у нас это хорошая примета. И я понял, у вас там сейчас тепло, а у нас прохладно, и это очень хорошая погода для человека. 2 месяца назад в нашей стране были 45 градусов до 49 градусов. В данный момент 35-37 градусов. Но мне показалось, что Мьянма по своим природно-климатическим условиям, если не брать температуру, похожа на Беларусь. У вас вот тоже очень много зелени и леса. И климат, по-моему, у вас такой сырой. Дождей, наверное, хватает, поскольку вы расположены вдоль воды, вдоль океана. По нашему традиции у нас 4 года один раз бывает. Это год очень сильный дождь. В этот год это попадает этот год. Поэтому в нашей стране сейчас дождь очень много идет. У нас в середине страны Рагил и Раваджи, а там есть город, один город на падении был, до сих пор он еще здесь остался. Со мной летели в Беларусь почти 100 бизнесменов из Мьянмы. И мы привезли продукции, которые производил из нашей страны. Я обещаю, уважаемый господин президент, со стороны Мьянмы готовы работать полностью все договоренности, которые мы у нас получили. По дороге в Гродно Азот обсудил с вашими коллегами, и когда я прибыл именно на предприятие Гродно Азот, у меня появилось много идей, которые мы сможем сотрудничать с вами. По дороге еще я видел животноводство, фермеры, разведение коров. И ваш зампремьер-министра подробно мне объяснил каждый год. И мне подарили из завода Гродно Азот, они подарили молочные продукции и мясо. Я видел, что по вашим руководствам Беларусь развивается и стабильность. Господин президент, Гродно – это в Советском Союзе была лучшая область. Поэтому вы побывали в лучшей области бывшей империи. Мы в последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали, и хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери, пожалуйста, смотрите, все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная
от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем. ဒီနေ့ဆွေးနွေးကြပါလိမ့်မယ်လို့ Наверное, они уже обсудили на бизнес. ညကြကျွန်တော်နဲ့တွေ့မှာပါပဲဒီလို Я тоже собираюсь встретиться со своими коллегами, которые сегодня участвовали на бизнес-форуме. စိတ်ဝင်စားလို့တော့စိတ်ဝင်စားလို့လူတွေကတအားများလို့တချို့တော့မှတားယူရတယ်လို့ Когда я объявил, что мы полетим в Беларусь, были появлены много народов, поэтому я ограничил только 100 бизнесменов. မြန်မာနိုင်ငံတချို့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေလေမြန်နဲ့ပါလာတယ်ကျွန်တော်အခုလေမြန်နဲ့တည်တယ်မွန်နယ်လည်းခင်းပြပါတယ် И на этом форуме мы открыли маленькую выставку, где Дима. показывали наши продукции. ဒီမှာလည်းဗီဒီယိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေသူဒီမှာလည်းကြည့်ကြပါလိမ့်မယ်လားအကုန်လုံး Они тоже будут посмотреть все белорусские продукции. တေချာတော့ကုန်တယ်မှုမြန်မာမှာတော့သိကြတယ် Я уверен, что после такого визита наладит отношения и улучшит торговый товарооборот между нашими двух стран. Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот 2 человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять. Для встречи слева. Открыт!
Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества, еще раз, Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера. Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я вам должен сказать, что население у вас 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить
помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и вы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни. Можете рассчитывать в этом отношении и на нас. Господин президент, все, о чем мы договоримся, мы свято будем выполнять. Уважаемый господин президент, от всей души хочу поблагодарить вас за теплый прием и за прием неофициальный, официальный. Вы всегда относите ко мне теплое отношение. Для меня это большой честь. В этот раз в моей делегации включен чиновники, плюс еще бизнесмены, чтобы они прибыли в Беларусь, они ознакомили, какие у Беларуси есть, какие технологии. Почему я это привел сюда, все мои команды? Потому что для того, чтобы развить экономику и развить торговлю между нашими двумя странами. Уважаемый господин президент, я до сих пор помню, один раз вы мне сказали, между Беларусью и Мьянмой нет закрытой темы, поэтому мы прибыли в Беларусь с уверенностью для того, чтобы расширить наши отношения, не только экономики, но и другие ряд направлений. Спасибо вам большое за то, что вы заметили политическую стабильность в нашей стране. Уважаемый господин президент, я обещаю, что я буду проводить в нашей стране демократическую систему, и всем нашим народам понравился, и всем нашим народам был на высоком уровне. В 2025 году мы проводили все общие выборы успешно, но некоторые территории мы не смогли проводить выборы. Поэтому в 2027 году, в начале года, мы будем проводить выборы для этого места. Поэтому я тоже хочу пригласить наблюдателей от вашей страны. Ваше превосходительство, господин президент, приветствую вас с официальным визитом в нашей Беларусь. Мьянма является для нас важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии, и мы рады позитивной динамике развития ситуации как в вашей стране, так и вокруг нее. Как мы с вами договаривались, приоритетной задачей является конвертация созданных на высшем уровне условий максимального благоприятствования в конкретные взаимовыгодные проекты. Ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 26-28 годы, и ее реализации будет способствовать открытием в этом году посольств двух стран – Минска и Нейпида. Задача белорусской дипломатической миссии сформулирована предельно конкретно. Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 2027 году, в следующем, все эти
Проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле. Мы для этого уже сделали немало и расширили этим самым наш горизонт взаимодействия, возобновив и межпарламентское, и межпартийное сотрудничество. В прошлом году мы подписали соответствующие документы, их немало, многие уже вступили в силу. Также заработало соглашение об отмене виз, меньше стало бюрократических барьеров, и за счет этого мы рассчитываем, как и вы, получить больший приток людей на наших территориях. Сегодня договорно-правовую базу пополним рядом документов с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Активно работает совместная рабочая группа по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Менее чем за год уже прошли 2 заседания этой группы, значит, есть что обсуждать. Также сформирована межправительственная комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий, и мы рассчитываем, что она соберется в Минске уже в этом году и значительно подтолкнет наше сотрудничество в области науки и технологий. Мы заинтересованы в активизации контактов в сферах туризма, культуры, спорта. Мы услышали вашу просьбу о большей квоте для приема мьянманских граждан на обучение в нашей стране. Также очень положительно воспринято у нас посещение вашими детишками лагерей труда и отдыха. Такие поездки закладывают основу дружбы на перспективу. Мы будем оказывать вам поддержку на международной арене в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также по линии Евразийского экономического союза, иных организаций. Мы также ценим вашу поддержку инициативы, нашей инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия, многополярности в текущем веке. Господин президент, каждый ваш визит и наши встречи – это углубление наших отношений. И этот визит не станет исключением. Оглядываясь на путь, пройденный нами за достаточно короткое время, мы можем констатировать, что белорусско-мьянманское сотрудничество дает результат, несмотря на проблемы, расстояния и прочее. Господин президент, вы прибыли в Беларусь, вместе с вами приехала большая деловая делегация, представители ваших деловых кругов. Они вчера вместе с нашими специалистами провели соответствующий деловой форум. И как сегодня докладывали министры, этот форум, нацеленный в будущее, дал очень хорошие результаты. Те проекты и меморандумы, которые согласованы после этого форума, рассчитаны на долгосрочное экономическое сотрудничество. Они призваны стать локомотивом развития наших связей Беларуси и Мьянмы. Мы, как всегда, готовы к предметному открытому диалогу. Спасибо, уважаемый господин президент. Прежде всего, позволите выразить радость по поводу нашей новой встречи и возможности предложить диалог с вами. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить вас за поздравление с моим избранием на пост президента и за то, что вы лично приехали в Мьянму и поздравили меня. Я очень благодарен за теплый прием во время моего визита в Беларусь. В этом визит для меня 4-й визит в Беларусь, но первый визит на должности президента Мьянмы в Беларусь. Я горжусь, что ваш визит в Мьянму в ноябре 2025 года стал первым визитом главы белорусского государства за 26 лет дипломатических отношений. Также ваш рабочий визит 2 июля 2026 года стал первым визитом иностранного лидера после того, как я вступил в должность президента, и останется в памяти. В ходе вашего визита мы успешно подписали контракты и меморандумы. Я уверен, что на основе этих документов мы сможем обсудить расширение сотрудничества между нашими двух стран. Дипломатические отношения между двумя странами развивается динамично, отношения между нашими странами заметно укрепляются
благодаря визитам и совместной работе. Я уверен, что если есть дружба, совместная работа, расстояние не мешается. Для того, чтобы улучшить дипломатические отношения между нашими двух стран, мы повысили генерального консульства Мьянмы на уровне посольства. И также мы готовы поддержать при открытии посольства Беларуси в нашей стране. И пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность за то, что вы приняли верительные грамоты первого посла в Мьянме в Республике Беларусь. И, уважаемый господин президент, пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность Беларуси за поддержку Мьянмы на международной арене. အပြုသူပေါင်းနဲ့အထူးပင်ထောက်ခံပေးမှုများတယ်လေကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ် Ваше превосходительство, уважаемые гости, дамы и господа, объявляется церемония обмена подписанными двусторонними международными договорами и иными международно-правовыми документами. Министр юстиции Республики Беларусь Евгений Иосифович Коваленко и союзный министр при офисе президента Мьянмы У Кхин Маун Йи обмениваются межгосударственным договором по вопросам оказания взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам. သဘောတူစာချုပ်ကိုလဲလှယ်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Министр юстиции Республики Беларусь Евгений Иосифович Коваленко и союзный министр иностранных дел Республики Союз Мьянма У Тин Маун Све обмениваются межгосударственным соглашением по вопросам оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам. သဘောတူညီချက်ကိုလဲလှယ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Васильевич Карпенко и министр промышленности и развития макро, малых и средних предприятий Мьянмы Чарли Тан обмениваются меморандумом о взаимопонимании о сотрудничестве. Председатель Президиума Национальной академии наук Республики Беларусь Владимир Степанович Каранник и главный исполнительный директор Мьянманского космического агентства Сом Йин Маун обмениваются меморандумом о намерениях по созданию малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли. မြန်မာအာကာသအေဂျင်စီအတွက်ကမ္ဘာမြေကိုအဝေးမှအာရုံခံစောင့်ကြည့်နိုင်သောရည်ရွယ်သည့်မှတ်တမ်းလွှာကိုလဲလှယ်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Ректор Белорусского государственного университета Андрей Дмитриевич Король и главный исполнительный директор Мьянманского космического агентства Сом Йин Маун обмениваются меморандумом о научно-техническом сотрудничестве. သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာစာချုပ်လွှာကိုလဲလှယ်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Директор Белорусского института стратегических исследований Олег Сергеевич Макаров и чрезвычайный полномочный посол Республики Союз Мьянма в Республике Беларусь Маун Маун Со обмениваются меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве. Председатель правления Банка развития Республики Беларусь Сергей Валерьевич Столярчук и министр здравоохранения Мьянмы Тет Кхвайн Вин обмениваются базовым соглашением. Заместитель председателя правления Белинвестбанка Игорь Георгиевич Борейко и заместитель министра национального планирования, инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы У Тхан Син Львин обмениваются базовым соглашением. Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Михайлович Эйсмонт и заместитель министра и пресс-секретарь Офиса президента Мьянмы Кхайн Кхайн Су обмениваются соглашением о сотрудничестве. Церемония обмена двусторонними международными документами завершена.
Главы государств подведут итоги состоявшихся переговоров. Разрешите предоставить слово президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Ваше превосходительство, уважаемые представители средств массовой информации, как известно, мы провели с президентом Республики Союза Мьянма господином Мин Аун Hlaiном обстоятельные, насыщенные переговоры по широкому кругу тем. В очередной раз убедились, что Беларусь и Мьянму сближают не только общие экономические интересы, но и схожее видение глобальных процессов, стремление выстраивать долгосрочные конструктивные отношения на основе взаимного доверия. Мы пришли к выводу, об этом и заявляем, что наши страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Мы ценим поддержку мьянманской стороны белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке и, в свою очередь, в качестве государства-члена ЕАЭС и ШОС Беларусь на практике способствует углублению связи Мьянмы с этими межгосударственными объединениями. Интенсивный диалог на высшем уровне способствовал тому, что за последнее время Минск и Нейпида достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Важнейший шаг открытия в этом году посольств двух стран. Он призван помочь держать взятый нами темп совместной работы. Главным приоритетом, естественно, является экономика. И на решение этой задачи работает ряд совместных структур, основной из которых является Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. И главные точки приложения совместных усилий определены в нашей дорожной карте, в плане нашего сотрудничества на текущий, следующий 27 и 28 годы. Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования. Сегодня мы условились о ряде шагов, чтобы уже в будущем году совместные ключевые проекты вышли на стадию практической реализации. Это надо сделать обязательно. По итогам состоявшихся переговоров также укрепили договорно-правовую базу нашего партнерства и договорились активизировать работу на гуманитарном треке. Мы увеличим число мьянманских студентов, обучающихся в Беларуси по востребованным специальностям. Этому помогут прямые связи между вузами наших стран. Положительно оцениваем активизацию белорусско-мьянманских контактов по линии парламентов и партий, деловых научных кругов и общественных организаций. Такие контакты, безусловно, будут способствовать углублению сотрудничества по всем направлениям и поиску новых перспективных тем. Уверен, что дополнительный импульс развитию двусторонних контактов, деловых и туристических связей придаст вступившее в силу в июле соглашение об отмене виз. Впереди огромная работа по реализации достигнутых взаимовыгодных договоренностей. Я хотел бы поблагодарить своего коллегу за предметный разговор и неизменную личную вовлеченность в вопросах развития отношений с Беларусью. Господин президент, я заверяю вас в том, что все договоренности, которые достигнуты в результате вашего визита с вашими коллегами, будут выполняться в срок без бюрократизма и волокиты. Благодарю вас за внимание. Прошу вас, господин президент. Уважаемый господин президент и уважаемые гости, я прибыл в Республику Беларусь с официальным визитом по приглашению президенту Республики Беларусь четвертый раз. Несмотря на то, что Мьянма и Беларусь находятся далеко друг от друга географически, за почти 3 десятилетия с момента установления дипломатических отношений между нами удалось построить связи.
Все эти отношения недавно развивали динамично. Состояли взаимные визиты руководителей двух государств, а тесные контакты и сотрудничество углубили не только на высшем уровне, но и в всех сферах и на все уровни. Прошедший 2025 год можно назвать действительно особенным и знаменитым в истории отношений между нашими двумя странами. В марте 2025 года я посетил Республику Беларусь с официальным визитом, а в ноябре президент Беларуси также нанес официальный визит в Мьянму. В ходе этих визитов был подписан широкий ряд соглашений, направленных на активизацию и углубление преступного сотрудничества. В рамках текущего визита нам также удалось подписать 9 договоров и меморандумов о взаимопонимании. На сегодняшней встрече с президентом Беларуси мы обсудили необходимо передать импульс скорейшей реализации уже подписанных двухсторонних соглашений. Кроме того, мы провели открытый и доверительный обмен мнениями о сохранении набранного темпа развития отношений между Мьянмой и Беларусью. Поскольку в Мьянме возобновили работу с законодательством ОГРА, мы также рассмотрели вопросы укрепления межпарламентского взаимодействия помимо связи по линии правительств. В ходе переговоров мы обсудили наращивание взаимно выгодного сотрудничества в таких областях, как оборона, торговля, инвестиции, сельское хозяйство, наука и технологии, здравоохранение, образование, промышленность и космос. Мы обсудили потенциал укрепления туризма и расширения контактов между народами двух стран в связи с вступлением в силу в июле соглашения о безвизовом режиме. Кроме того, мы обсудили по актуальным региональным и международным вопросам и подтвердили намерение продолжить оказывать взаимную поддержку на международной арене. Особым событием этого визита стало официальное открытие немецкого посольства, преобразованного из Генерального консульства. Мы также приветствуем скорое открытие посольства в Беларуси в Мьянме. Мьянма выполняет роль сухопутного моста, связывающего Восточную, Южную и Юго-Восточную Азию, также соединяет Тихий и Индийский океаны, занимая ключевое геостратегическое положение для морских перевозок. Страна располагает более чем 33 миллионов акров сельскохозяйственных угодий, допущенной рабочей силой и благополучным климатом, позволяющим вести сельское хозяйство и животноводство круглый год. Учитывая эти благоприятные инвестиционные возможности, мы вновь пригласили предпринимателей из Беларуси и различных секторов экономики инвестировать в Мьянму, особенно в такие сферы, как сельское хозяйство, животноводство и промышленность. Кроме того, из существующих особых экономических зон в Мьянме, которые находятся рядом город Янгон и другие специальные экономические зоны, мы пригласили инвестировать в нашей стране. Уважаемый господин президент, члены делегации, представители средств массовой информации. В заключение хотел бы отметить, что мы будем вперед совместно с президентом Беларуси, правительством и народом Беларуси пригласить совместные усилия для сохранения и дальнейшего развития дружественных отношений и всестороннего сотрудничества в Беларуси. Спасибо вам большое. ပြောကြရင်ဒီကုန်းချောပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Да, не жаль. Спасибо. သာသာရကျေးဇူးတင်ပါတယ် Еще раз акции души. ဘောတော့ပြောဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမိုးတိုက်ပြင်းနေဒီဘုံမြတ်ထွက်တဲ့အခမ်းအနားကိုလည်းဆိုတော့ခါခဲခွင့်ပြုပါဆိုတာလည်းဘုရားနဲ့ပြပါ У вас будет возможность приезжать в нашу страну, которые я Спасибо. Спасибо. Успехов вам, здоровья. знаю.